Всем привет, ребят! И у нас пятый раунд лиги. Начинаю раунд сразу с своей атаки, а дальше уже покажу таблички и все остальное. Так, я себе сразу отметил шестой номер. Давайте покажу, что по расстановке и что я хочу сделать. Вот такая вот расстановка. Через центр базы видно стоит монолит и башня возмездия. Поэтому я хочу закинуть дюк плюс огнедув ранец с правой стороны. Продамажить немного королеву, адскую башню, ну посмотрим. И дальше он продамажит центр и улетит влево. Ну, королева с левой стороны со стрелой и забрать весь центр. Дальше уже у меня пойдут драконы. Посмотрим, как почистить дюк. Я думаю, что дракона с правой стороны, с обратной стороны огнепушки в сторону ратуши. На эти здания раньше надо было по 2 трасса, сейчас надо по 3, поэтому у меня 6 трассов в атаке. Вот так это все выглядит. В принципе, не знаю, мне кажется, должно получиться. Поэтому, ну что, идем в атаку. Я начну атаку, наверное, с землетрясений. Или с этого, или с героев. Тут без разницы на самом-то деле. Наверное, начну атаку с землетрясений. Давайте посмотрим, что у нас по строителям. Как бы вообще ничего не лечат. Короче, сначала землетрясение, потом королева с поражанием стрелы и потом дюк. Вот так. Вот так это все будет. Поэтому пошли в атаку. Я армию себе построил, поэтому нормально должно быть. 3 тряски справа, 3 тряски слева. Увеличиваем карту, потому что. И закидываем дюка. Ай, адскую башню не забрали. Ну ладно, адскую башню не страшно. Все остальное подобрали. Королеву, кстати, убили. В принципе, я думаю, что можно даже, наверное, не ждать, а закидывать. Слушайте, я драконов закидываю слева. Хотел справа их закидывать, но передумал. По простой причине, там фен будет справа, если кинуть драконов, не очень удачно, не очень удобно будет стоять фен. Герой внизу как бы нормально, на дюка есть воскрешение. Блин, я так волнуюсь перед атакой, как будто первый раз атаку делаю на самом-то деле, не знаю, в чем причина. Так, давайте прожимаем деда. Там как раз ярость, не вижу, что склонной крепости, вообще, походу, ничего не выходит. Норм, пока даже банки не надо тратить. Ай, зря банку, рано точнее кинул. Ладно, что по герою? Дюк внизу живет, пока его не трогаем. Как будто бы порядочек. Принц с умением. Ну, слушайте, прям сильно легко заходит атака. Посмотрите на это, то, что осталось от армии. Как бы вообще ничего не осталось. Я взял с собой 3 супершара, на всякий случай. Не, на всякий случай, а плохо забрать, который внизу. Вот, собственно, ее забираю. И у меня даже банки лишние остаются. Прям много банок, плюс прожатие принца, которые не особо тут надо. Там надо было где-то в ратушу, наверное, прожать. Ну ладно уже. Как-то прямо супер классно. Хорошо, плюс трешка. Как будто бы раунд идет отлично. И посмотрим, что будет дальше. Вот, один слив у нас в этом раунде уже есть, к сожалению, где-то был. У нас на 15 номер, да, на 92%. Но у соперников 2 слива, причем один вылет, не вылет, а один слив на однушку, чисто не повезло. И второй слив на 89. Ну, знаете, как не всегда атаки заходят, дело такое, непредсказуемое, так сказать. Но, ну, не знаю, посмотрим, как оно дальше будет. Давайте дальше атаки делать и покажу уже результаты. Ребят, еще атаки у нас. Давайте посмотрим, что у нас получится. Ой, самое начало не успел. Королева с поражанием была, что забрала. Тут был фен в центре. Вот королева с поражанием забрала фен, который был возле двух швырятелей. Ну и почищает низ. Интересный момент. Фен теперь не мешает дюк. Но дюк, видите, как уходит кверху. Сейчас посмотрим, что тут получится с дюком. Королева низ, ну, так, не сказать, что намного почистила, но сойдет. Дюк летит в сторону к монолиту. Интересно, что королева почистила низ, а дюк ячейку возле монолита. Я полагаю, что атака будет, наверное, через центр. Хотя, по идее, должны были забрать ячейку с башни возмездия и атаку делать через... Нет, атака, кстати, с верхней стороны. Атаку через монолит, а дюк должен был забрать ячейку с яростью, вот с возмездия, но что-то у него не получилось.
Где король вообще, что с королем? Обруч и мяч короля. Ну, сейчас посмотрим, что получится. С дюком, конечно, немного неудобно в плане, что непредсказуемый, куда полетит, потому что вряд ли им хотели забирать ячейку с монолитом. Вот. Так получилось, что он туда полетел. Такой, конечно, юнит. Пока что драконов много, армия вся живая, король почищает низ. Ну, я думаю, что вот драконы, когда заберут... О, ярость активировали. Это хорошо, кстати, что активировали ярость. Но, кажется, дракон долго туда будет лететь. Сейчас увидим, что получится. Минута времени. Даже не знаю, есть воскрешение, кстати. Но вот только дюк с армией. И пока что это воскрешение, ну, не особо тут вообще нужно. Королеву резать вперед всей армии вообще бессмысленно. Тут либо королеву за королем воскрешать, потому что дюка, ну вряд ли придется дюка воскрешать. Либо ждать, пока вся армия... дюк откис, кстати, интересно. Короля прожали, возмездие все равно не добили. Ну, слушайте, 40 секунд, есть еще один тотемчик. Вот, вихрь собрали. Из неприятного реально возмездие стоит. Не знаю, мне кажется, будет треха, но время, вот еще из-за времени могут быть косяки реально из-за времени. Хотя вряд ли 20 секунд, да, от базы ничего не осталось. Все, это треха, это реально треха. Пока смотрел конец атаки, 3 раза свое мнение поменял. Огонь, да? Ну, бывает. Так, ребят, тут начало следующей атаки. Я, правда, в самое начало не успел. Ну, тут правая сторона была симметрично левой, поэтому ее немного почистили и дюка закинули, вот такая вот база, дюка закинули на возмездие в центре. Так, сейчас смотрим, что он тут почистит, клановую крепость выманил. Ну, тут стояла ярость, 2 швырятеля, башня возмездия, башня лучниц, ну, арбалет и клановая крепость, это уже вон видно. Пока дюк нормально все чистит, еще инвизы есть. Я думаю, что он прям очень жирно почистит. С правой стороны вон уже пробита заборенка. И походу атаки сейчас синяки будут закинуты с правой стороны на огнепушку. Слушайте, дюк вообще аж в центр базы залетел. Просто монстр какой-то. Был еще инвиз, но его не потратили, оставили. Так, король с ведьмами по правам. Там сплэша никакого нет, кроме пушки, которая рикошетной пушки. Вот, но она не то чтобы сплэш. Ведьмы, в принципе, отлично за королем там сзади идут. Королю тоже забор пробили. Пока хорошо все. Деда поражали, ратуш нет, герой возле ратуш уже тоже нет. Остался только центр. А я вот не вижу только королеву. Где вообще она? Слушайте, синяки вообще обошли базу поверху просто. Центр проигнорировали. Короля прожали, там отскоки нормально в центр залетели, ярость убили. В принципе, отлично. Но синяки реально центр обошли стороной. Короче, башня лучниц в центре с этим осталось, с адской башней. Времени не то чтобы много, конечно. Король живет, но в заборнике тыкается пока что. Не знаю, хватит ли времени. То, что армии хватит, понятно. Вопрос, хватит ли времени добить то, что осталось в центре. Туда дюк, быстрее всего долетит, но полетит ли он? Так, что еще? Не знаю, как-то... я думаю, успеет. 20 секунд. Дюку те 2 здания не полные. Бить ему недолго. Вот. Лететь, походу, уже тоже. Да, будет трешка. Хорошо. 98, да, эти 2 здания. И чуть не думал, на самом-то деле, что синяки вообще обойдут вот так центр. Казалось бы, вроде джамп у деда был, факел. Но все равно обошли. Но вообще неплохо. Что у нас вообще по атакам осталось? 4 атаки у нас осталось. Ребята вот с покровителей все атаки сделали. 42 набили. Просто не повезло, и кто-то у них однушку выбил, поэтому у нас фора такая. Так, 14 номер бьют. Смотрим, ребят, что тут по атаке. Здесь чемпион с инвизами. Проходка чемпиона. Сапоги плюс ускорение у него. Так, чемпион, по идее, должен забрать башню возмездия, но сейчас посмотрим. Что-то лиса упоролась в жесть. Лиса, конечно, вообще дает.
Занялась чуть-чуть лиса не тем, чем надо. Чемпион возмездия забрал, в принципе, отлично. Дюк ушел направо, чем, кстати, неплохо еще и Дюка на дефе вдамажил, половину ему вынес. Так, левая сторона тоже почищается, и, как видите, синяки направляются в ячейку к монолиту. Посмотрим, что из этого получится. Что еще по героям? Король есть с перчаткой с лошадкой, но его будет закидывать вот в ячейку королеве с верхней стороны, он уже пошел. Так, пока все вроде нормально. Не видно, кто героев на дефе вообще дамажит их кто-то. Да, дамажит. Там у деда есть это ядовитый, это ящер ядовитый, и охотник еще был подкинут. Клановая крепость вышла. В принципе, все неплохо, да, левую часть базы разобрали. Правая часть осталась там, правда, Дюк там помер, но есть воскрешение на Дюка, и еще непонятно, что с верхней стороной, кто ее там будет бить. Сейчас посмотрим, есть невидимость одна, и тотем еще был. Слушайте, ну, как-то пока не впечатляет, да, по атаке. Хотя, если так посмотреть, то у Дюка достаточно много здоровья. Его вот внизу там, ну, вот эта вот огнепушка дамаж не будет. Там синяки сейчас еще поддамажат с дедом чуть-чуть. И по идее Дюк может добить вот то, что осталось внизу. Но это прям на остатках армии. Потому что армии почти нет. Не то чтобы почти. От армии один хранитель, короче, остался и все. А тотем последний. Бомба. Ну да, это трешка, но видите, как армии вообще нет. И так как это обычный режим, чисто трешка, так тоже было близко. Прям на грани такой, знаете, атака. Так, ну что, еще одна атака, и подожду результаты, покажу результаты, посмотрим, что получится. Король с медузой, как видите, с перчаткой с нижней стороны пошел, почищает, клановую крепость убьет, и там его клановую крепость травят с верхней стороны, правее. Дюк, вроде как пока нормально, да, короля монолит, правда, дамажит неприятно. Тотем, хорошо. Смотрим сейчас, что заберут. Король вроде нормально почистил. И короля убили. Насчет Дюка, докуда бомбы достают. Ну, бомбы прилично, кстати, достают. Дюк ушел наверх. Достают до него? Да, бомбы до сих пор до него достают. Что не так далеко достают эти бомбы. Ну, нормально. Там дальше вихрь выманили. Кстати, отлично. По атаке, ну, опять же, синяки. Сейчас посмотрим. С правой стороны эти Теслы добиваются. Пока, слушайте, нормально, 30% базы уже убили. При этом еще один инвиз на Дюка. Тревогу включили. Ладно, так и быть. Синяки пошли. С нижней стороны пошли синяки. Уже с хранителем, Блин, как это не вовремя. Сейчас, секундочку. Так, вернулся. Что вообще? Центр базы пока что еще не тронут. Кстати, леса нормально. Леса — это ящерица. Замедляет стражи и вроде как нормально дамажит. Королева там ближе к центру уже. Плюс там снизу синяк с Йети. Плюс еще этот фургон вроде в центре. Пока все хорошо. Что с верхней стороны? Колдуны плюс тотем на почистку. Ну, еще минута времени. Можно, кстати, не торопиться, мне кажется, с почисткой. Но, короче, тут треха уже, и так понятно. Армии много, и все отлично прям зашло. Так, что там у нас остается? Еще 2 атаки. Я уже подожду, пока ребят доделают. Ну и посмотрим, что у нас будет по результатам. И сразу покажу, что у нас будет по таблице. Закончился раунд, результаты у нас получились 44-42, выиграли ребят, у них получилось у соперников однушка и двушка, у нас одна двуха внизу, и в принципе все, без сливов.
Так, больше без сливов. По таблице, ну опять же, я не успел снять таблицу сразу, поэтому опять постоянно мы находимся где-то внизу, но это уже такое будет в конце видно. Что у нас было еще интересного из пятого раунда? Два клана сыграли в ничью, в тоталы вот по 45 звезд выбили все остальные, ну, в принципе, видно по таблице, да, и шестой раунд, опять же, уже начался, поэтому заканчиваем пятый раунд и переходим к шестому. Шестой раунд в следующем ролике, подписываемся на канал, ждем, всем пока.